МВД Медиа публикует информацию довольно важную. В сети интернет опубликован ряд материалов о сложностях у граждан Российской Федерации при оформлении загранпаспортов. Вот такая новая трагедия выползла. Речь идет преимущественно об обращении в подразделение по вопросам миграции крупных городов. Утверждение, ну то есть это вообще пошел, заказал, получил. То есть загранпаспорт не должен вызывать какие-то сложности. Это поехать отдохнуть. Советский Союз распался, даже к родственникам поехать, да, бывшего там, ну СНГ, как сейчас называется. То есть теперь это сложно, что ли? Утверждение, что возникшая ситуация обусловлена ростом интереса жителей страны к эмиграции, является голословным, а не соответствует действительности. Но имеется в виду, что, наверное, мне это не попадалось так подробно, что обвиняют в том, что специально мешают выезжать. Людям, кстати, не знаю, а какое должно у людей мнение появиться. Данная государственная услуга была и остается одной из самых востребованных. Основной массив обращений граждан традиционно приходится на предотпусковый сезон, естественно, с марта по сентябрь. В текущем году на увеличение числа запросов на получение загранпаспорта дополнительно повлияли два фактора, то есть больше стали делать. Первое, изменения в правилах о пересечении государственной границы Российской Федерации, так что если кому-то важно, вот слушайте внимательно, с детьми до 14 лет. Так, с 20 января 2026 года ребенок больше не может выехать из России в ряд стран: Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию по свидетельству о рождении, а требуется оформление отдельного загранпаспорта. Я вот смотрю, ну в Армению, потому что здесь не перечислено, потому что в Армению можно по внутреннему паспорту, насколько я знаю, такое не менялось. Но опять же, если кому-то это важно. Требуется оформление отдельного загранпаспорта, либо сведения о нем должны иметься в загранпаспорте родителя. Рост количества загранпаспортов, выданных несовершеннолетним. Паспорта несовершеннолетним. Интересная какая ситуация вообще. Слушайте, на ровном месте сложности начинает возникать. В сравнении с прошлогодними показателями составили 70% по загранпаспортам. Пятилетнего срока, всем рекомендую, 10-летний всегда делайте, мало ли сейчас так, сейчас очень много и очень часто что-нибудь меняется. Меня вообще выдернули с другой стороны, мне срочно надо было продлевать, все это должно делаться автоматически в других странах, вот там лайфхак вам такой небольшой, могут взять и запретить. Ну, не рассказать вам, конечно, об этом, мы так случайно забыть сообщить, а взять и запретить консулам делать продление. Вот я с этим сталкивался. Так что всем рекомендую, делайте сразу 10-летний. Это не сложно и не сильно дорого. И 40% по загранпаспортам сроком действия 10 лет. Второе. Из-за технических сложностей, возникших в многофункциональных центрах МФЦ, соответственно, гражданам необходимо обращаться непосредственно в подразделение по вопросам миграции, либо лично через единый портал госуслуг. То есть закономерно в крупных городах возникают очереди. Ну, короче, возникли какие-то сложности, то есть понавязывают правила, ну, опять же, да, то есть вот для несовершеннолетних паспорта. В целом количество загранпаспортов, выданных взрослому населению страны, в январе-феврале текущего года выросло на 15%. Ну, да, видимо, это естественно. Ежегодно МВД России информирует граждан о необходимости заблаговременного оформления данного документа во избежание ажиотажа. Ну, плюс, да, если приходится на какой-то отдельный, ну, понятно. Одновременно сотрудники полиции ориентированы на неукоснительное соблюдение требований законодательства и административных регламентов по оказанию государственных услуг населению, ну и так далее. Отмечается также, что в Москве 30% общего количества заявлений оставляют жители других регионов страны. Также вот напоминание идет, что срок оказания услуги зависит от наличия регистрации по месту жительства в субъекте Российской Федерации, на территории которого подается заявление о выдаче загранпаспорта. При обращении в подразделение по вопросам миграции по месту жительства паспорт будет оформлен в течение 30 дней, а по месту фактического проживания не более 90 дней. Ну, собственно говоря, вот такое напоминание. Короче говоря, будьте осторожны, если планируете куда-то ехать, то проверяйте, чтобы не было налета дронов, иначе просто вы заплатите за билет, а самолет не полетит там, ну, или задержится. С паспортами сейчас все стало посложнее, ну, всегда можно посмотреть. YouTube было, сейчас это уже все нельзя. И официальная информация, которая подается в данном случае на телеграм-канале официальном, это публикуется МВД, за что им большое спасибо, ну а какие-то другие деятели в чьих-то интересах Телеграм пытаются заблокировать. Роскомнадзор, по крайней мере, мне кажется, народ он доведет очень скоро. Впрочем, не знаю, народ, пишите, как оно вам. Ну и сама информация вам на пользу вот такая публикуется. Увидимся.